В Тюмени на интервью пойдем. Позвали нас. Да? Да. Бар, дорогая. Я всегда рад с вами пообщаться. Давайте побеседуем. Давайте. Он находится в историческом месте, в гостином дворе. Там, где купцы раньше торговали. Волнуешься? Почему? Да я не знаю, я уже привыкла. Чё, каждый день, что ли, волноваться? Каждый день выступать, каждый день волноваться, что ли? Ну, в незнакомом городе. Да. Сейчас узнаем. Это кто это? Ой, все. Вам хорошо слышно? Если хорошо слышно, поаплодируйте, пожалуйста. Супер! А ты видел, что там даже было написано, что если вам меньше 21, мы вам не продаем алкоголь? Это они молодцы. Это у них реально интересный такой закон, типа, Это свой? они молодцы, что не продают. Никто не пейте, даже если вам нет 21, не пейте. Это вообще плохо закончится. Это вот так закончится. Ну, вот Да, так. вот, ну я так вот выйти, да. И я начал испытывать такие сложные. В целом норм. Но как будто прям так надо выжимать. Но мне тяжело было, да. Мы-то как комики нормальные, это вот они как зрители неопытные. Поаплодируйте, кто видел хоть раз в жизни член на присоске. Для тех, кто не видел, там член на присоске, ничего сложного. Если кто-то захочет пофоткаться, обязательно тоже подходите к ребятам. У нас на этом сегодня все. Спасибо большое, что пришли. Пока! Сейчас зритель сказал, что лучше заранее загрузить Упс, карту самитинку Ижевска. Да, там интернета нет. Там интернета нет? Рита. Оттуда лучше видно? Его, правда, надо было ремонтировать, он такой уже немножко не лег. Я не знаю, видно вам или нет. Вот это памятник Салавату Юлаеву. Теперь Смотрите, это легенда в кафе «Легенда». Пожалуйста. Есть легенда, что там можно нормально поесть, но это чисто легенда. мы должны сейчас после кафе «Легенда» вот так с тобой стоять разговаривать, а я тебе что-то рассказываю вот так. Ну и вот, и короче, я работаю. All these bitches is my sons. And I'ma go and get some people. Удмуртия за самбо. Блин, ну красиво. Да. Загуглите, вот кто сейчас смотрит, сколько было лет Петру, когда он взял в жены Февронию. Девочке было 13 лет, если что. Здравствуйте. Давайте мы пойдем завтракать в нее. А у нас есть платформа, Кофейня, вау. ресторан целый по Гарри Поттеру, там на поезде еду привозят. У нас такого нет. Давай в Екатеринбурге туда пойдем поесть. Ты что, блогер? Я буду блогер. Ко мне подходят мужики, я такая: о, салют, а я им пиво наливаю. Они уже вообще пьяные. Я такая: ну, мои клиенты. Они такие: в понедельник у нас командировка в Питер. Я говорю:
Питер мой любимый город. Они такие, так поехали с нами. Я говорю, ну так поехали. Все, они мне тут же купили билет. Все, я поехала в Питер. Слетала с ними? Да. Все хорошо. Но потом он такой, типа, ну оставайся у нас. Я такая, ну не буду оставаться у вас. Я говорю, я к друзьям поеду ночевать. Все, я, короче, потусила с друзьями в итоге, и билеты обратно покупала сама. На поезд. Как бы, понимаете, да, ситуация, ну, там уже... Сколько ты ехала, пиздец? 7 лет? Нет, поезд из Питера идет, ну, часов 20 всего лишь. О, так это не чачу. Нормально. Или, не знаю, или 2 суток, я не помню. Все, спасибо. Это было интервью от Саши Бушковой. Приезжайте в Ижевск. Камера включится, такая, говорит, да честно, я к пилотам поехала, там групповая была. Можно у тебя вейп стрельнуть? Да, блин. Блин, ты еще такая деловая. И тоже нихуя не перепадет. Я недавно прихожу домой, а у нее все лицо в точках. Стоит в прихожей, а все лицо в точках. Я говорю, что случилось? Она говорит, я гепард. Я говорю, ты тоже этот квадробер нахуй будешь по паркам бегать или что там у тебя? Очень классная девочка. Невероятно, поддержите ее максимально. Ладно, встречайте громкие аплодисменты Леонида Шилова! Так, насколько я выступал? Очень классный концерт, вообще супер. Охуительно было прям. Я Мне тебе то же тоже самое очень скажу. понравилось. Нет, ты сейчас вообще разъебала. Нет, вы молодцы на самом деле. Спасибо большое, это очень приятно. Спасибо большое, ты мы очень... Честно, я был первый раз, Спасибо. нам понравилось. Спасибо вам Будем большое. ждать вас еще. Спасибо. Спасибо. До свидания. Конечно, можно. Землячку. Я потому что с Челябинска, со Свердловска. Ну что, ладно. Мальчик-то есть? Давай уже можно, ладно. Ты вообще похуй. Долбоёбы какие-то. Он благодаря. Надо же. Я думал, хуйня, нравится людям. А почему называется перепечек? Перед печкой, потому что Так-то в Пермь едем. Хорошо. Ты мой миленький, хорошенький мой котик, положу тебе сарделечку я в ротик. Поверните налево, этот во подъезд? двор. Нет, Какой-то из них он. или в углу. по-моему, вон тот угловой. Да. Вот тот, Да. Вот тот? вон тот. А, Маршрут перестроен. Поверните направо. Ебануться. Ваня фанат. Да. Вообще капец какой фанат. Мечты сбываются, смотрите, а. Привет, страна. Стать другим реально. Ну, я сейчас заплачу, блин. Так. Волшебных полян. Колян на шее кулончик иньян. Колян обнуляет нули к нулям. Колян замечен на рисунках инопланетян. Коля, колледжо, коллоквиум, колледж. Коля высечено даже на Стоунхендж. Че, погнали? Погнали. Короче, мы очень долго добирались до счастья. Можешь меня на широкий сфоткать? Меня с центра тогда снижу вся. Хорошо. Что, заходишь?
Типа не ходят в Перми на стендап, да? Я не знаю. Сколько по опыту могу сказать, есть места, когда ты бронируешь кабак, кабак сам заинтересован, пиздец, чтобы к ним пришли люди. Они даже афишу не повесили. Афишу не повесили, я придет. сомневаюсь, что есть там посты какие-то в соцсетях. Ну, видишь, тут никто не поддерживает. Пинти, сама Пинта, она мне прям пишет, это Сашенька. Она, давай что, давай то, давай это, как бы, а здесь тишина. Да, короче. За Тюмень будет кайф. Раньше, ну, вот в больших Ну, клубах. получается, прикинь. А что ты мне тут даешь? Ксюша, он дает. Теперь для начала можно прям погромче пошуметь, поаплодировать. Привет, здравствуйте. Это если что было очень тихо, можно прям погромче пошуметь. Привет, здравствуйте. Так, давайте с вами знакомимся. Меня зовут Рита Шимова. Я стендап-комик из Екатеринбурга, если что. Вам очень повезло, что вы сегодня пришли. Очень. Я нанял себе тренера по успеху. Это чистая правда. Сейчас я вам расскажу, как проходит первое занятие с тренером по успеху. Я мужу говорю, пойдем покурим. Он такой, подожди, сейчас выстави, ты пойдем. Я уже не могу больше. Это я выступил. Так, это был Иван Дыбо, давайте ему поаплодируем. В целом наш вечер сегодня закончен. Как вам вообще вечер, как вы провели время? Все круто? Вау, круто. Спасибо большое, что пришли. Мы всегда рады вас видеть. В силу менталитета есть некоторые зажатости в людях, и они, как бы им это смешно не было, они иногда все равно, знаешь, как вот люди на корпоративе приходят, и они при начальнике стесняются смеяться. И когда ты приезжаешь в такие города, например, вот Казань, либо вот Уфа, то есть там уже все равно такой менталитет, и он может как-то немного давить, и люди не так сильно раскрепощенно смеются. Вот я так считаю. Начался с кастинга в проекте «Кандидат». Я прям вот просто с дивана пошла на кастинг, меня тогда не взяли. И там мне сказали, ну у тебя вроде как хорошо получается, надо развивать, ходи на открытые микрофоны. Но я думала, вообще, мне кажется, они всем так говорили, просто такое вежливое нет, скорее всего, да. Они же не понимают, местные комики, не местные комики. Люди, большинство в зале тупые. Я вообще, когда замужем была, знаете, никогда не могла спокойно сходить в ванну помыться. Я каждый раз, когда в ванну шла, ко мне муж вот так заглядывал, так говорил, как дела? Мачо из хрущевки. А я стесняюсь, я там в ванной вообще-то могу быть голенькой, да? Могу, например, в этой ванной бриться. Но я уверена, ему бы не понравилось это зрелище, знаете, как я горячусь там с этой бритвой в ванной, как голубь. Вот. Моя прелесть. Ему бы это не понравилось. Это же его бритва. Так, кто из вас чувственность, кто искренность, а кто Алиша Чист? 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3. Не громко, не громко, не тихо, не тихо. Нормально, нормально. Верха нельзя. Лакшери. О май гад. Лакшери. Реально. Вдвоем вот на вечер снимают. Я просто так запоминаю. Прикольно тебе контент делают. Что нам посмотреть, да, вот скажите? Ну вот сразу тут Дзержинского улица и по набережной прогуляться и все. А мост Люблен? Мост Люблен, прямо там же. Да.
бывает такое, что шутка зашла в одного человека, когда были точки соприкосновения, была близка эта шутка, и один человек в зале сидит, аплодирует и смеется, потому что ему эта шутка понравилась. Он сидит и так. Да нормально. Реально, ну вообще все заебись. Я даже рассказал вообще истории, которые я не рассказывал, блядь. Ну, типа, лет 7 нахуй. Я такой просто, вот это нахуй, я это вспомнил, блядь, я уже... Я сегодня тоже вот такую хуйню сейчас, вот зачем ты думаю, блядь, про этот бачен, зачем ты такая, ну, бля, я ни разу... Я причем самый прикол, что я в моменте уже рассказал, типа, 2-3 предложения в истории, такой, а я нахуя это рассказываю? Я вообще не это хотел, такой, а чем она, блядь, заканчивается? Ну похуй, давай ее двигаем, блядь. Откуда они вылезли, блядь? Мне кажется, мы устали. Есть да, такое? я в моменте стоял, начал троить именно от того, что просто, типа, да, я вот заебал. Просто я думаю, если у вас такое же состояние, как у меня, вот это вот просто как будто внутри уже... Истерика, блядская. Уже, да, немножко. Любой чуть-чуть, оно где-то вырвется, и неожиданно как, либо... Нам надо поесть и поспать. Пиздец, надо. Надо. Тюмень отдыхает, пожалуйста. Вот аллея кошек. Вот, видишь, вижу. О, а давайте сходим, пожалуйста. Я думал, вы так насмотритесь. Посмотрим и пойдем спать. Вот смотрите, зрители, кто отдается на концертах, а у кого энергии еще остается дохуя. Это аллея кошек. Так. Во время войны в Ленинграде была блокада, когда было очень много крыс, потому что кошек уже съели, они подъедали всякие запасы. И с Тюмени отправили эшелон кошек спасать Петербург. И вот в честь этого события у нас открыли аллею кошек. Вань, Чё? тебе нравится с нами, да? Вообще. Я бы сейчас мылся. Вы часто в интернете могли... Да. Точно. Это вот Стайл, у нас открыли музей, бар-музей Васи Ложкина. И можно прийти, попить, поесть тоже. Косочки. Это вот тут написано про это, да? Сквер себе или нет? Просто про кошек. А вот тут можно... Да. Видите, на окнах наличники, вот это вот орнаменты. Да. Тюмень славится вот этими наличниками, потому что несколько мастеров со всей России, там в 17, 18, 19 веках, они, ну, как бы каждый у каждого мастера свой почерк, грубо говоря, они создавали свои наличники, и в Тюмени было много мастеров, которые что-то такое делали. Не просто на рандоме нарезаны. Да. А почему это мост влюбленных? Мост влюбленных, потому что в 2003, по-моему, году или 2004 Лав Радио проводила конкурс на самый длинный поцелуй на этом мосту. И люди стояли, очень долго целовались, там кто-то попал в книгу рекордов Гиннесса, и с тех пор его прозвали мост влюбленных. Вот оно что. Там туалет круглосуточный, представляешь, Дим? И смылось само. И очень приличный. Прикиньте, прикол сход. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. И Энтони Хопкинс сюда. Челябинск. Стендап Челябинск. Это стендап Новосибирск, это стендап Екатеринбург, это стендап
Прям вот все, заебись сделано. Да. Пенсильвания. Снят письме. Люк на Урале должен влезать в пизду. По-братски, я считаю. Вайб Челябинска. Ну что, как вам? Огонь вообще. Это надо включи Big City Life. Я вообще в восторге. Везде прошло. Все везде клево. Везде красиво. Ну, топ номер 1. Топ номер 1? Да. Такого не бывает. А, в смысле? Ну, вот что тебе больше всего понравилось? Мне буду смотреть, да мне много всего везде понравилось. Мне в Ижевске понравилось, там цветы подарили. В Тюмени вообще огонь вчера прошло в доме печати. А в другом нам вафлю подарили. Вообще. Единственное точное знание о будущем — это то, что мы умрем. Все остальное не точно. Поэтому да вообще похуй. Что-то сикать захотелось. Ну а что это за хуйня? Подожди, я к какому-то Wi-Fi подключился. Может, это к камере? Ну, вообще не ловит. Как будто это к камере я подключился. Вот я сейчас камеру отключил. Пойдем гулять по... А пойдем пешком. Ну нет, Вань, ну нет. Ну, Ваня, нет. Ну нет, туда не пойдем. Нет, пожалуйста. О, слава богу. Все, давай. Нет, что ты слышишь? Блин, интересно. Нет, пойдем отсюда. Да пойдем отсюда, это страшно. Интересно. Ну, страшно. Круто, да? Я понял, вообще город безумный. Как будто это мог быть не как Давай, 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 давай. Ай. Есть там нет. О, привет. Давно не виделись. Вы спрашивали у меня, как стать успешным. Надо двигаться по народной воле. По улице народной воли. Мы чемодан некогда фотографировали. Это был Ваня Дыба. Так, все, вы все крутые, стендап ЕКБ. Увидимся с вами ровно через месяц здесь же, на сцене Бэнхола. С вами был Антон Соколов, ведущий стендап ЕКБ. Спасибо! Представь, у вас есть на каждый день, по-моему, $8600. Вот ты проснулась, тебе на карту пизданулось $8600. И ты их можешь потратить за день. Копить нельзя, оставить на завтра нельзя, потому что как только ты ложишься спать,
эти бабки сгорают. Но ты просыпаешься заново, и тебе заново падает на счет $8600. Но эта хуйня может закончиться в любой момент. Вот просто вот тебе хуяк обрубили это. Вот на что ты потратишь каждый день эти бабки? Что хочешь можешь делать, вот что угодно. Там по мне 80 долларов, то есть большая сумма. Каждый день у тебя есть такая сумма, но только ты легла спать, все сгорело, и на утро новую начислили. И вот когда ты начинаешь задумываться о том, на что ты потратишь эти деньги, потом мы все это конвертируем. В сутках 80 600 секунд. Каждый раз, когда ты просыпаешься, у тебя есть этот баланс. А когда ты засыпаешь, он заканчивается. И эта хуйня может заканчиваться в любой момент. Но секунда же дороже, чем 80 600 долларов. Секунда жизни. И вот здесь вопрос, на что ты тратишь эти 8600 секунд? Можно их тратить на рефлексию, на то, что ебать, я там, блядь, мог по-другому. А можно сказать, блядь, да охуенно. У меня еще вот до сна, блядь, есть там 2 часа. Что я могу за эти 2 часа сделать? Потому что эта хуйня в любой момент закончится.